Добрый день, мои дорогие знаки зодиака, такие как Рак, Дев и Лева. Сегодня будет не совсем обычный расклад, общий, 3 знака в одном ролике. Есть у меня некоторые причины, по которым я не смогла снять обычные расклады. Выходят они, как видите, очень поздно, и я не могла оставить вас без раскладов. Я очень переживаю, что видео не выходит в срок. Очень волнуюсь за то, что вы до сих пор ждете. И хотя бы в таком формате, но я покажу для вас основные карты, которые вам подскажет Таро, да, на месяц сентябрь. Совсем без расклада оставлять вас не хочу. Пусть будет так. Надеюсь на ваше понимание. Давайте начнем со знака зодиака Рак. Девы и Лев вы можете перемотать дальше и посмотрите свой расклад в середине и в конце ролика. Так, Раки, давайте начнем с Таро Райдера Уэйта. Давненько я не пользовалась этой колодой. Она моя самая первая и очень мне во всем помогала. Так, Раки, достанем отсюда 3 карты для вас на месяц сентябрь. Подскажите нам, Таро, основные моменты для знака зодиака Рак на месяц сентябрь 2021 года. Итак, первая карта для вас, Раки, это карта Суд. Карта Суд может указывать, это старший аркан, видите, прям глобально так сразу, на то, что, возможно, придется заплатить кому-то, либо вам по заслугам, да, когда жизнь возвращает бумерангом, когда восторжествует справедливость, если что-то было на протяжении определенного времени нечестно или не было известно, то карта Суд показывает на наконец-то приобретенное спокойствие, вознаграждение, решение вопросов, конфликтов, когда, видите, здесь как будто бы из могилы люди восстают, когда идет перерождение жизни в плане, может быть, закричать его-то старого начала нового, но это положительные изменения, разрешение какой-то ситуации, которая была, возможно, для вас неясна, непонятна. Если были какие-то проблемы, то они решатся, и карта указывает на возрождение, избавление от каких-то именно проблем, трудностей, перерождение, вот, завершение тяжелого периода, тяжелого какого-то этапа в жизни, начало нового. Возможно, еще карта, она называется еще Страшный суд. И это время, вот как я сказала, нужно, когда заплатить по счетам, чтобы начать сначала. С чем-то, возможно, у кого-то был развод, и нужно разделить имущество, да, решить этот вопрос уже, чтобы начать жизнь с чистого листа. Я думаю, пример понятен. Еще карта Суд, это может быть самоосуждение. Возможно, вы себя за что-то осуждаете, что вы недостаточно красивы, недостаточно хорошие родители, недостаточно хорошие сотрудники. Вот самоосуждение, возможно, у вас еще идет по этой карте. Также может быть знаковое какое-то событие, возможно, переход отношений на новый уровень, более качественный, либо же смена места жительства. Вот какое-то еще знаковое событие по этой карте у вас, Раки, может быть в сентябре. Давайте посмотрим следующую карту для вас. Выпали карты Раки на месяц сентябрь. Так. Это карта 8 мечей. По 8 мечей у вас идут какие-то вот страхи. Вам кажется, что у вас связаны руки. Видите, здесь девушка стоит, у нее завязаны глаза, завязаны руки, но ноги у нее свободны. И карта показывает на то, что вы чего-то боитесь, либо, опять-таки, себя за что-то осуждаете, у вас есть какие-то страхи, вы боитесь сделать первый шаг. Но здесь вам ничего не мешает, у вас ноги свободны, вы берете, идете и делаете. Если вы чего-то хотите, вы должны это сделать в сентябре. Вы должны не бояться самоосуждения, осуждения других людей, критики чьей-то, что у вас что-то не получится. Если вам некомфортно в отношениях, некомфортно на той или иной работе, вы должны поменять свою жизнь и не бояться. Мечи — это воздушная стихия, это то, что в вашей голове. Вы должны избавиться от этих предрассудков и действовать. Все в вашей голове. На самом деле вам ничего не мешает, чтобы принять какое-то решение и действовать. Так, Раки, давайте еще одну карту достанем из колоды Таро Райдера.
Я извиняюсь за посторонние шумы с улицы могут быть. И это карта Королева Пентаклей. По Королеве Пентаклей у вас будут деньги. Не переживайте, в сентябре вы либо получите какую-то сумму денег, либо вам кто-то вернет долг, например, но деньги у вас будут. И вы, как вот эта королева, будете распоряжаться этими финансами на какие-то свои нужды, да, распределять финансы. Может быть, вы попросите помощи у какой-то женщины, у которой есть деньги, и она вам поможет. Может быть, у мамы, у сестры, у знакомой. Но деньги однозначно в сентябре у вас, раки, будут. Давайте теперь посмотрим еще 3 карты с колоды моей любимой. Так, подскажи, Таро, еще какие знаковые события будут у раков в сентябре 2021 года. Так, раки. Карта Тройка Пентаклей. По Тройке Пентаклей, смотрите, Пентакли это деньги. По этой карте у вас будут какие-то предложения, возможно, по работе, какие-то вы будете обсуждать моменты, может быть, какие-то новые сделки, кто-то вам предложит сотрудничество. Это карта заработка, финансов, какой-то процесс, что-то, может быть, новую работу вы получите, новое задание, новый партнер по бизнесу у вас появится. Но это связано с деньгами, с работой. Вы будете выполнять какую-то работу, получать какие-то, может быть, даже документы подписывать, что-то будет связано с деньгами, что-то вы заключите, вам предложат, либо же сами, и это будет связано с деньгами, деньги будут расти, увеличиваться. Так что сентябрь у вас такой будет рабочий, финансовый. Главное вам не бояться что-то там поменять, да, жизнь ваша изменится, какое-то перерождение будет и, похоже, в лучшую сторону. Так, давайте еще, раки, для вас посмотрим карту на сентябрь. Так, это карта. Это карта повешенная. Это тоже у нас старший аркан. Карта повешенной говорит о том, что, возможно, ситуация пока еще не решилась, не ясна. Чего-то вы ждете, чего-то вы ожидаете. Она находится в таком как бы подвешенном состоянии. Еще карта повешенной показывает на вашу личную какую-то добровольную жертву. Вот вы чем-то жертвуете. Возможно, вы жертвуете своим сном, своим личным временем, чтобы заработать там больше денег, да. Ходите на несколько работ дополнительно, еще берете, не высыпаете. Возможно, у вас слишком много обязанностей, но это ваша личная добровольная жертва, вы сами ее приняли, вы сами собой ради чего-то жертвуете, ради семьи, ради детей, ради работы, ради обучения какого-то, вкладываете куда-то деньги, но вот это либо ваша какая-то добровольная жертва, либо у вас есть какая-то ситуация, которая находится пока что в состоянии решение вопроса, да, но по карте суд, похоже, все решится, разрешится и будет хорошо. Так, давайте последнюю карту для вас, раки, посмотрим на сентябрь. И эта карта. Это карта Туз Пентаклей. Деньги у вас будут. Это хорошая карта, какая-то либо крупная сумма к вам поступит, да, видите, рука как будто бы дающая деньги. Деньги у вас будут, либо это доход от сделки, либо это предложение какого-то очень хорошего контракта, который вы заключите, либо это продажа, возможно, недвижимости, покупка недвижимости, может, автомобиля, либо кто-то подарок вам очень дорогостоящий сделает в сентябре. Еще вы можете, вот как и здесь, по Королеве Пентаклей, по Тузу Пентаклей, у кого-то деньги эти попросить, и вам дадут эти деньги, деньги на ипотеку, какой-то кредит, помощь материальную кто-то окажет, может быть, это какие-то пособия, которые вы получите от государства, либо долг вам кто-то вернет, но в сентябре месяце деньги у вас, дорогие раки, будут. Вот такой вот у вас расклад на месяц сентябрь. Надеюсь, была для вас полезна. В следующем раскладе, обещаю, будет все развернуто уже более подробно. Сейчас мы давайте посмотрим расклад для знака зодиака Лев. И начнем мы тоже с Таро Райдера Уэйта. Достанем отсюда 3 карты, дорогие львы, для вас на сентябрь месяц. Посмотрим, что же Таро подскажет на сентябрь для знака зодиака Лев 2021 года. Первая карта для вас, львы. Это карта Двойка мечей. По Двойке мечей у вас идет какая-то вот
борьба, может быть, конфликты, несогласия во мнениях с кем-то. У нас воздушная стихия, и, возможно, вы кому-то что-то в сентябре будете доказывать, кто-то с вами будет не согласен, вы будете отстаивать свою точку зрения. Также по двойке мечей это может быть еще выбор из двух вариантов. Вы мечетесь и не знаете, что вам делать. Например, уйти на работе или остаться, оставаться в отношениях или уйти с них, выбрать эту работу или эту, поехать там в одну страну на отдых или в другую. Это выбор из двух вариантов, и вы вот как между двух огней мечетесь, вы не знаете, что сделать, какой выбор принять, и чтобы он для вас оказался правильным. У вас есть какие-то сомнения. Давайте следующую карту для вас посмотрим на месяц сентябрь, дорогие львы. И эта карта. Эта карта у нас тройка мечей. По тройке мечей могут быть какие-то сердечные переживания. О чем-то вы волнуетесь, что-то, возможно, ранило ваше сердце, из-за чего вы теперь сомневаетесь, да, в сентябре, точнее, будете сомневаться. Может быть, какая-то была ситуация, которая вас очень расстроила, огорчила. Это могут быть как и любовные отношения какие-то, да, которые ранили ваше сердце. Теперь вы думаете, какой сделать правильный выбор. Но это может быть еще какие-то другие ситуации в жизни, например, что-то связанное с семьей, с родственниками, с друзьями. Возможно, подруга или друг поступил по отношению к вам некрасиво, очень плохо, тем самым ранил ваше сердце. Вы думаете, что дальше делать, как дальше быть. Это еще могут быть какие-то по здоровью, возможно, проблемы. Следите внимательно, сходите к кардиологу, обследуйте сердце. Это тоже может быть связано со здоровьем. Но тройка мечей — это больше переживания, знаете, вот именно душевные, какие-то, которые будут вам близки к сердцу, вы будете эту ситуацию принимать близко к сердцу, переживать и вот метаться, думать, как же быть дальше, как из этой ситуации выйти. Давайте посмотрим, что еще для вас, львы, подскажет Таро, какой даст вам совет. Возможно, кто-то в этом вопросе вам поможет. Так, эта карта у нас... Эта карта у нас четверка кубков. По четверке кубков у вас будет встреча с каким-то очень приятным для вас человеком. Возможно, вы поедете к родителям. Возможно, к вам приедут дети или внуки. Встретитесь со своим хорошим знакомым или знакомой. Но это очень классная карта, приятная, душевная. Это встреча с подарками, с цветами. Возможно, с тем, с кем вы давно не виделись. Какой-то человек будет в вашей жизни, которому вы будете очень рады. В сентябре месяце будет очень душевная, приятная встреча, возможно, даже какое-то застолье, празднование чего-то, но это компания друзей, семьи, хороших знакомых, кто-то может быть из прошлой жизни, да, там с друг детства, либо с института, какие-то хорошие встречи с вашими добрыми знакомыми в сентябре месяце вас ждут. Так, давайте посмотрим теперь еще 3 карты с этой колоды, дорогие львы, на месяц сентябрь. Так, что подскажут карты? Это карта колесо фортуны. Все у вас будет хорошо, не переживайте. Возможно, если даже ваша жизнь как-то изменится из-за ситуации, которая у вас будет, да, которая принесет вам какие-то сердечные страдания, скажем так, это все к лучшему. Ваша жизнь изменится к лучшему. Ничего в этой жизни просто так не происходит. Все дано нам для чего-то. Люди определенно для чего-то даны, обстоятельства в жизни. В данном случае у вас все поменяется. Колесо фортуны изменит вашу жизнь в лучшую сторону, поменяет ее. Принимайте изменения судьбы с мыслями о том, что все, что не делается, все к лучшему. Это хорошая карта для вас, львы, на сентябрь. Возможно, какая-то покупка, продажа недвижимости, возможно, вы замуж выйдете, переедете в другую страну. Но это такие, вот, знаете, глобальные изменения, которые у вас произойдут. Так, давайте еще одну карту посмотрим, львы, для вас. Колесница. Колесница — это тоже старший аркан. Это, во-первых, может быть какая-то поездка. Действительно, может быть, вы куда-то уедете учиться за границу, работать за границу. Это может быть поездка на отдых, на море куда-то улетите, да. Но это карта транспорта, переезда. Еще карта показывает на то, что все в ваших руках. Здесь вы управляете как черной, так и белой
стороной, скажем так, да, вашей жизни. И вот куда вы, какое вы решение примете, в какую сторону вам направиться, в ту сторону и изменится ваша жизнь. Карта показывает на то, что все в ваших руках. Ни от кого не зависит ваша жизнь, ни от какого другого человека, ни от каких-то событий, которые могут происходить. Решение принимаете вы. Жизнь ваша находится исключительно в ваших руках. И куда вы последуете, какой вы путь выберете, от этого будет зависеть все дальнейшие жизненные события, да, поэтому в сентябре месяце, похоже, у вас будет какое-то знаковое такое событие, которое изменит вашу жизнь, и вам главное сделать правильный выбор, принять правильное решение и отправиться в правильном направлении. Давайте последнюю карту для вас, львы, посмотрим на месяц сентябрь. Так. Это карта рыцарь мечей, снова показывает на поездку. Может быть поездка в командировку, поездка куда-то по делам, потому что мечи и воздушная стихия, это могут быть какие-то переговоры, связанные именно с работой, решение каких-то вот вопросов по работе, да, либо документы какие-то, поехать куда-то подписать, что-то связанное с документами, визами, какими-то справками. Возможно, куда-то вы отправитесь решать какие-то вопросы, соревнования, может быть, какие-то. Но также эта карта показывает, что вот рыцарь, эта карта еще двора, показывает на человека, мужчину, скорее всего, с которым в сентябре у вас, возможно, будут какие-то вот действительно конфликты, споры. Это человек агрессивный, это человек манипулятор, человек, который очень красноречив, но в вашу сторону он будет настроен очень так недоброжелательно, агрессивно, который захочет вас, возможно, как-то вашу волю подавить, сломить и вызывать на какой-то конфликт. Совет этой карты: не вестись на конфликты, решать вопросы очень мягко, без агрессии, без каких-то вот серьезных таких вот моментов, да. Очень вы должны быть спокойны, потому что задача данного рыцаря — вывести вас на агрессию, и возможно, какие-то все равно у вас будут вот эти вот карты, тоже не просто так выпали. Он ранит вашу душу, ваше сердце, вам будет неприятно, вы что-то поменяете, возможно, вы захотите с этим человеком больше. Может быть, это друг или подруга, которая как-то вас подставит, сделает какую-то неприятную вещь, да, но не обязательно. Но тоже об этом помним, да, что расклад общий, львов на планете очень много, и не у всех эти карты проиграются прям все абсолютно так. У каждого карты проиграются по-своему. Хочу на это сакцентировать внимание и напомнить, да. У кого-то это будет поездка какая-то, у кого-то это будет конфликт с кем-то. Но, тем не менее, вам нужно будет принять выбор, то ли с этим человеком дальше, может быть, это какой-то коллега по работе, который вас как-то не любит, или вы его, у вас какие-то споры, вам нужно будет принять решение, как с этим человеком дальше сосуществовать. Но, тем не менее, совет карты: не вестись на агрессию, воспринимать все очень, знаете, так, через стену, выстроить стену, и не воспринимать близко к сердцу, потому что это вас как-то может ранить, закрыться, создать, знаете, такую внутреннюю оборону, которая не сможет пробить ничьи какие-то нелестные словечки, какие-то, может быть, поступки в вашу сторону. Ну вот кто-то вот в вашем окружении, вашей семьи, может быть, друзей, вас будет пытаться как-то вывести на какой-то конфликт. Ваша задача: не ведитесь в сентябре ни на какие конфликты, избегайте таких ситуаций, встречайтесь только с хорошими, положительными, добрыми для вас людьми. Колесо фортуны изменит вашу жизнь в сторону. Возможно, у вас будет какая-то поездка, которая даст вам осмыслить все ваши жизненные ситуации, обстоятельства, чтобы поменялась ваша жизнь в лучшую сторону. Вот такой вот у вас расклад, дорогие львы, на месяц сентябрь. Надеюсь, хотя бы немножечко прояснилась ситуация. Пишите потом в комментариях, какие карты у кого как проигрались. Следующий расклад постараюсь сделать для вас более развернутым и полноценным. Ну а мы давайте посмотрим сейчас расклад для знака зодиака Девы. И тоже мы начнем с колоды Райдера Уэйта. Девы достанем для вас на сентябрь. Отсюда 3 основные карты, которые покажут на
те события, которые, скорее всего, по большей вероятности будут знаковыми в вашей жизни в сентябре месяце 2021 года, дорогие девы. Так, первая карта для вас, девы, на сентябрь, это карта Император. Император — это у нас старший аркан, и показывает на то, что если вы мужчина, то в сентябре месяце, похоже, вам нужно будет взбодриться, взять себя в руки, взять в руки ситуации, связанные с работой, быть руководителем, быть императором, быть завоевателем, взять бизнес в свои руки. И если до этого какие-то у вас были моменты, которые вы не могли решить, то в сентябре месяце вы должны будете действовать как истинный император и решить все возможные вопросы, связанные с работой, найти работу, если ее нет, если у вас есть работа, бизнес, поднять его. В общем, вы должны себя вести как человек, который не видит преград. У него есть цель, он берет и делает. Если вы женщина, то в вашей жизни, может быть, появится такой мужчина, который решит ваши проблемы, решит ваши вопросы, поможет вам. Если у вас есть какие-то жизненные неурядицы, он все решит. Обратитесь к такому человеку. Возможно, он сам встретится на вашем пути, либо же у вас есть уже в жизни такой человек, который очень сильный, властный, который знает четко, как действовать, не думает, не сомневается, берет и делает. Такой вот, это старший аркан, это очень такой сильный мужчина, который хозяин своей жизни, скажем так. Так, девы, следующую карту для вас посмотрим. На месяц сентябрь эта карта. Это карта Королева мечей. Королева мечей может обозначать у нас человека, который очень умный, человек-стратег, человек, это женщина, человек, который очень интеллектуально развит. Это могут быть преподаватели, директора, учителя, юристы, нотариусы, человек, который... Женщина, которая владеет хорошо информацией, которая очень умная, потому что мечи воздушной стихии — это стихия ума, логики, стратегии, мышления, переговоры. Поэтому либо вы будете решать какие-то вопросы, связанные с образовательным процессом, либо это какой-то человек, которому вы будете в сентябре, с кем вы будете связаны, да, это может быть преподаватель, учитель, тот же самый юрист, нотариус, возможно, вы дом продаете или машину, вы будете с адвокатом какие-то вопросы решать, если есть какие-то судебные процессы. Но это женщина, которая очень умная, которая четко тоже знает и выполняет свои задачи, которая не, знаете, есть люди, которые эмоциональные, чувственные. Нет, это женщина холодного ума, здравого рассудка, которая без эмоций решает вопросы, и такая женщина будет в сентябре рядом с вами. Либо же это вы, и вы будете кому-то, возможно, в чем-то помогать, если вы профессионал своего дела, и у вас есть такая способность, такой талант здраво, холодно мыслить. Так, девы, еще следующую карту посмотрим для вас на сентябрь. Это король жезлов. У вас прям карты двора. Король жезлов — это мужчина. Возможно, вы, возможно, с вами будет мужчина, который жезл — огненная стихия действий, и мужчина, который будет помогать действиями. Может быть, это один и тот же человек, да, который будет решать ваши проблемы, ваши заботы, который будет что-то делать. Может быть, это муж ваш, да, у которого будет очень много работы, который будет постоянно занят, решать какие-то вопросы. Может быть, это вы будете кому-то помогать, если вы мужчина, будете помогать решать вопросы там по бизнесу, по каким-то моментам организационным. Может быть, вы организовываете какой-то перелет, переезд, какие-то вот именно дела. Это карта действий. Может быть, мужчина, который будет помогать вам, опять-таки, решать какие-то вопросы. Может быть, вы переезжаете, кто-то будет вам помогать с переездом. Может быть, вы устраиваетесь на работу, это ваш начальник, который будет вам давать какие-то задания. Но это именно мужчина, который будет активное участие принимать именно в вашей жизни. Либо если вы мужчина, то вы будете в чьей-то жизни принимать активное участие, либо в своей жизни решать вопросы, которые давно накопились, которые давно пора уже решить, и вы будете активно действовать в сентябре месяце. Давайте достанем следующую карту.
Это карта королева кубков, прям карты двора у вас. Эта женщина как раз-таки уже больше чувственная, эмоциональная, похожая, знаете, как на маму, на сестру, на подругу, которая вам поможет советом, подскажет. Может быть, это вы даже, да, будете обращаться к психологу, тарологу, нумерологу, астрологу, человеку, который может выслушать, помочь, поддержать, подсказать. Подруга, которая выслушает ваши проблемы, погладит вас по голове, даст правильный совет, да, мама ваша, сестра, либо вы кому-то будете помогать. Это может быть еще врач, к которому вы обратитесь за помощью, который вам поможет. Может быть, это даже одна и та же женщина, которая и поможет, и подскажет, и поддержит. Но вот это очень хороший, добрый человек, который в сентябре будет в вашей жизни, дорогие девы, присутствовать. Это человек, который принимает, вы знаете, все не то чтобы близко к сердцу, но через себя пропускает и дает вот нужные слова, нужные советы. Следующая карта. Опять королева мечей, но это точно, когда вот две одинаковые карты выпадают с разных колод, это 100% в вашей жизни будет такая вот женщина. Смотрите, две одинаковые карты. Женщина, которая, значит, будет в вашей жизни знаковой. Может быть, вы, если мужчина, вы встретите такую женщину, которая будет именно нужным человеком, знаете, здесь и сейчас, который даст именно тот совет, который вы давно ждали. Поможет вам. Юрист, это может быть адвокат, нотариус, женщина с холодным умом, здравым рассудком, женщина, которая, знаете, обладает именно интеллектом, сильным интеллектом, даже, может быть, в какой-то степени авторитетом, и сильная, умная, гордая. Женщина, которая вот вообще ни от кого не зависит, самодостаточная, которая все решает сама, и вот в сентябре месяце, как так получается, что совпадает, да, две одинаковые карты. У вас только карты двора на сентябрь. Давайте посмотрим последнюю заключительную карту для вас. Девы на месяц сентябрь. Так, и эта карта. И эта карта у нас четверка мечей. Четверка мечей говорит о том, что, возможно, вам действительно нужна помощь. Помощь каких-то людей. Может быть, вы в какой-то сейчас ситуации находитесь, из которой вы не можете найти решение, не можете найти выход, правильное принять решение. Это карта, знаете, как ночных переживаний. Вы не можете даже ночью спать нормально, вы о чем-то переживаете постоянно, что-то вас беспокоит. Мечи — это мысли, какие-то мысли не дают вам покоя. Возможно, вы за какого-то человека переживаете, за какую-то ситуацию переживаете. Вы не можете, может быть, даже найти себя, что вам делать, как вам быть. Что-то вас беспокоит до такой степени, что прям ночью вам это мешает спать, да. Может быть, вы даже очень сильно устали, слишком много на себя обязанностей взвалили, вы очень устали, у вас уже нет сил, вы ничего не хотите, у вас апатия, эмоциональное выгорание, вы находитесь в состоянии какой-то даже, может быть, мини-депрессии, когда руки опускаются, когда не видите света, да, в конце туннеля, у вас такое состояние безысходности, состояние, когда вам нужна помощь. И вы эту помощь получите. Вокруг вас в сентябре будет достаточное количество людей, которые помогут вам справиться с вашими проблемами. Так что, дорогие девы, вот такой вот у вас расклад на месяц сентябрь. Я благодарю вас, что вы были со мной сегодня на канале, что вы посмотрели расклад хотя бы такой сжатый и не очень обычный, но, повторюсь, не могла вас совсем оставить без расклада. Тоже переживаю, что ролики не выходят, но я надеюсь на ваше понимание и желаю вам, дорогие мои знаки зодиака, в сентябре месяце, чтобы у вас все складывалось хорошо, так как вы хотите, и чтобы вы находили выход из любой сложившейся ситуации. До скорых встреч, пока-пока.